Привет, друзья! Меня зовут Сенчугов Александр, и я руководитель студии дизайна интерьеров Нечаев и Сенчугов. Рад показать вам интерьер квартиры, реализованной по нашему проекту в Петербурге. Архитекторы жилого комплекса вдохновлялись стилистикой ар-деко. Когда мы подходим к высотке, создается ощущение, что мы идем через центральный парк Манхэттена. Парадный холл богато украшен мозаичным панно, натуральным ониксом и латунью. Здесь все говорит о роскоши. К нам обратились клиенты, взрослая супружеская пара. Им очень хотелось продолжить линию архитектуры дома у себя в квартире. Это и послужило отправной точкой для концепции дизайн-проекта. Задачей было создать интерьер с элементами ар-деко, роскошный, но при этом современный, наполненный воздухом и светом. Главным нашим страхом было скатиться в кич, и я считаю, что нам удалось этого избежать. Данная квартира – наша первая работа для заказчиков, но нам сразу же было оказано полное доверие. Проект реализовывался нашими строителями, под полным контролем авторами проекта. Первое, что впечатляет, попадая сюда, это, конечно же, количество окон. В квартире площадью 170 квадратных метров есть 21 окно. Мы полностью сохранили изначальную планировку и внутренние стены от застройщика. Квартира делится практически пополам на общественную и приватную части. Из прихожей мы попадаем в пространство гостиной с диванной и столовыми зонами. Через портал мы переходим на кухню. В глубине за кухней находится подсобное помещение для стирки и дополнительного кухонного хранения. В продолжении прихожей находится гардеробная и гостевой санузел. В квартире современный интерьер со множеством неоклассических деталей. Но нам хотелось уйти от минимализма и сделать пространство уютным и респектабельным, отказавшись от ровных крашенных стен, поэтому практически на всех стенах обои. Работы из-за этого сильно усложнились, но что не сделаешь ради атмосферы роскоши. Мы продолжили линию архитектуры дома в оформлении оконных проемов. Все откосы облицованы МДФ-панелями, крашенными под латунь. Сначала мы посчитали стоимость обрамления из нержавеющей стали, покрашенной под латунь. Но это получалось ровно в 2 раза дороже, чем из МДФ. А при учете того, что в квартире 21 окно, это очень сильно раздувало бюджет, и мы остановились на МДФ. Радиаторы и стены в нише под окнами мы покрасили черной краской и закрыли экраном с вертикальными прорезями. Мне хотелось, чтобы перфорация вызывала ассоциации с радиатором Rolls-Royce. В квартире нет штор, только деревянные жалюзи голландского производства с ламелями из дуба натурального цвета. Это делает интерьер более современным, легким и графичным, особенно на просвет. На полу лежит инженерная доска из натурального дуба, обрамленная по периметру керамогранитом. В качестве акцентов на полу и потолке мы использовали вставки из массивной латуни, что гарантирует нам их долголетие и красивое старение. Низкий диван винного цвета располагает к отдыху в кругу семьи и просмотру фильмов. Индийский ковер из шерсти, от шелка и хлопка завершает мебельную композицию и добавляет тактильного и акустического уюта. За спинкой стоит длинная функциональная тумба со светильниками, подключенными через люки в полу. Телевизионная стена украшена геометрическим гипсовым барельефом в латунном обрамлении. Все витрины в гостиной для большего ощущения легкости и воздушности мы сделали подвесными. В обеденной зоне стоит большой стол от казанского производителя Карен Каса со столешницей из керамогранита, изображающего мрамор Имперадор с основанием из металла в титановом цвете. В квартире организовано канальное кондиционирование через щелевые решетки, которые мы деликатно интегрировали в архитектуру стен. Объемное пространство потолка расчерчено латунными молдингами, трековой световой системой и периметральным карнизом из гипса. Мы покрыли его краской под латунь. Отличия, найти практически невозможно. Чаще всего, если кухня присоединена к гостиной, дизайнеры хотят замаскировать ее, но в данной квартире, благодаря планировке, в этом нет необходимости. Пространство кухни перетекает за гостиную, оно отделено порталом, что добавляет гостиной парадности. И мы решили, что дверь здесь будет лишней. Чтобы не акцентировать внимание на портале и растворить его, мы декорировали откосы тонированными зеркалами. У кухни неоклассические фасады в эмали и шпоне. В
дверцы верхних шкафчиков вставлено розовое зеркало, отражающее свет и расширяющее пространство. Кухонная столешница из итальянского кварцевого агломерата, имитирующего мрамор Сахара Нуар. Темный цвет требует особого внимания и эксплуатации, и мы проговорили с заказчиками все нюансы его использования. С ним нужно быть очень аккуратным. В зоне окон столешницы сделана перфорация для циркуляции воздуха через радиаторы отопления. За кухней находится подсобное помещение с дополнительным хранением, холодильной камерой, винным шкафом и оборудованием для стирки и сушки одежды. Изначально гостевой санузел был в довольно спокойной гамме из тепло-серого керамогранита, корпусной мебели спокойного шоколадного цвета и латунных вкраплений. Акцентом была стена за зеркалом из керамогранита винного цвета с золотыми вставками. Но на стадии подбора натурального камня для столешницы нам пришла идея использовать бордовый мрамор Роза Леванте. Сначала в большом санузле, а потом и в малом, так как осталась еще очень большая часть от слэба. Я очень люблю натуральный камень за то, что это живой материал, наполняющий окружающее пространство историями. Мрамор прекрасен, но я все равно по привычке пытаюсь разглядеть на нем, как на керамограните, пиксели. Подвесные светильники с каменной инкрустацией и зеркало в металлической раме в сочетании с мрамором, особенно при приглушенном свете, добавляет комнате атмосферности. Мы очень любим использовать вертикальные полотенцесушители, состоящие всего из 2 цилиндров. Здесь они в латунном исполнении. У нашей дизайн-студии есть телеграм-канал, в котором мы делимся секретами наших проектов и новостями из мира дизайна. Обязательно подпишитесь для вашего вдохновения. Ссылка будет под видео. Мы отделили приватную зону с движной дверью. По правую руку находится мастер-блок. Через проходную гардеробную мы попадаем в спальню. В глубине спальни находится дверь, ведущая в мастер-ванну с окном. По левую руку расположились кабинет, спортзал и большой санузел. Окна мастер-спальни направлены в сторону петербургских закатов. Изголовье кровати выполнено в шпоне дуба, и над ним в латунном портале вставка в форме волны. Сначала мы предложили заказчикам реализовать ее в ткани, но получили отказ из-за сомнений по поводу пыли и остановились на крашеном МДФ. Волна специально задумана в неравномерном ритме, чтобы не было ощущения стерильности и штамповки изделия. Прикроватные тумбочки и стеллаж вставкой из черного керамогранита выполнены также по нашим эскизам. В мастер-ванной мне очень нравится наличие большого окна. Ванна окном – это мечта, мне кажется, для любого человека. Стены и пол облицованы керамогранитом в спокойном ониксе. Здесь нам хотелось создать теплое, обволакивающее светлое пространство. Художественные акценты бывают по цвету, контрасту и тону. И здесь сделан акцент по тону в виде крупноформатного керамогранита в душевой. Здесь нет ни одного шва. Над раковиной подвешен шкафчик с подсветкой. Он очень функционален и используется для хранения. В обтекающий по периметру потолка комнаты гипсовый карниз встроена подсветка. Кабинет хозяина квартиры больше всего наполнен деталями. Это своеобразная шкатулка. Мы сделали акцентную стену с панелями, шпанированными орехом и крупноформатным керамогранитом с латунными вертикалями. Свободные стены покрыты легкой декоративной штукатуркой. Кабинет и спортзал – это единственные комнаты в квартире, где на стенах декоративная штукатурка, а не обои. Раскладной диван выполнен в той же бархатной бордовой ткани, что и диван в гостиной. Индийский ковер с геометрическим рисунком из шерсти и хлопка дополнил общую картину. Все интерьеры квартиры спроектированы в одной стилистике. Материалы и цветовые решения плавно перетекают из комнаты в комнату. Перед окном мы расположили рабочий стол. В нишу встроили шкаф для документов.
Вся электроустановка в квартире от немецкого производителя Jung, теплого белого цвета. Но на темных поверхностях этот цвет смотрится инородно, и здесь мы использовали черные розетки. Цветовое решение в большом санузле полностью повторяет гостевой. И, конечно же, главным акцентом является натуральный мрамор. К сожалению, врезка в канализацию от застройщика была очень высоко, без возможности переделки ее ниже, и нам пришлось организовать душевые подиумы. В санузлах весь фаянс от немецкой фабрики Duravit, фурнитура и сантехника от FIMA. Душевое ограждение изготовили Arbi. Трапы и кнопки инсталляции от нашей любимой фабрики TC. Все полы в коридорах и на кухне из керамогранита от итальянской фабрики Florim. Они делятся на два оттенка оникса. Для большей художественной выразительности мы инкрустировали в полы элементы из черного керамогранита от Atlas Concord и полосы из массивной латуни. Шкаф в прихожей с неоклассическими фасадами в мелкую клетку добавляет пространству шарма. Вся корпусная мебель была изготовлена по нашим эскизам, так же как и металлические ручки, покрашенные под латунь. Все межкомнатные двери в квартире тепло-белого цвета, высотой 2 метра 30 сантиметров, в скрытом коробе без наличников, с золотыми ручками. В приватной зоне квартиры по дороге в мастер-спальню в нишах мы организовали гардеробную для одежды. Фасады шкафов делятся на тонированные стеклянные с подсветкой и матовые в эмали в металлическом обрамлении. Мы проконтролировали, чтобы вся корпусная мебель в квартире имела теневое примыкание в уровень с теневым плинтусом. После интерьера с такими проработанными элементами мебели, как здесь, минималистичные интерьеры кажутся слишком простыми и неуютными. Мы долго думали и совещались с заказчиками, какую функцию придумать для свободной комнаты. И в итоге вместо ненужной гостевой отдали ее под спортзал. Есть турник, а в нише устроен шкаф для хранения. На стенах приклеены зеркала. В качестве осветительного прибора мы использовали подвесной трек с рассеивателем. Конечно же, как и на любом крупном проекте с высоким бюджетом, реализуемым множеством подрядчиков, мы столкнулись с трудностями, проблемами, которые приходилось постоянно решать. И я в очередной раз убедился, что на проверенных годами строителях и поставщиках экономить нельзя. Это помогло безболезненно разрешить все возникающие препятствия. Если вам говорят, что на стройке не бывает проблем, эти люди либо ни разу не были на стройке, либо откровенно говорят вам неправду. Попадая в этот роскошный интерьер через парадный холл дома, я чувствую неразрывную связь интерьера с экстерьером. Все материалы, текстуры, цветовые решения перетекают из комнаты в комнату, формируют цельное и органическое пространство. При всей своей парадности и дорогих латунных элементах интерьер располагает к спокойному домашнему отдыху. Но самое важное для меня – это довольные лица заказчиков, с которыми мы остались в прекрасных отношениях после такого тяжелого длительного процесса, как создание и реализация большого дизайн-проекта. Я каждый раз испытываю восторженный трепет, когда делаю фотосъемки результатов работы. Но в то же время я чувствую грусть, потому что это прощание с объектом, в который вложено столько сил и времени. Друзья, спасибо за внимание и, конечно же, мы будем ждать ваших комментариев о нашем проекте под этим видео.